Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. В этом видео хочу показать вам вот такой интересный набор петель. Называется он крестообразный или болгарский зачин. Если вы посмотрели предыдущие два видео и освоили классический и эластичный набор петель, то с крестообразным набором вы справитесь без труда. Этот набор просто идеально подходит для резинки 2 на 2. У нас получается, как будто все петли объединены по 2. Также этот набор просто шикарно смотрится в лицевой глади. Петли для носка я набирала сразу на 2 спицы. Набор получается очень эластичным, хорошо тянется, не стягивает край изделия и возвращается в исходное состояние. Но этот набор также можно выполнять и на одну спицу. Я связала небольшой образец из той же пряжи, и здесь набор я выполняла на одну спицу. И посмотрите, как красиво смотрится набор с лицевой гладью. Край изделия не затянут и очень хорошо тянется. В резинке 2 на 2 наборный ряд также хорошо тянется. Но если вам нужен более свободный наборный ряд, то набирайте петли сразу на 2 спицы. Я сейчас вам покажу на примере носка, как выполнить крестообразный набор петель с замыканием вязания в круг, а также покажу, как выполняется этот набор с утолщенным краем. Набор петель буду выполнять сразу на 2 спицы, чтобы край изделия получился максимально свободным. Как и при классическом наборе петель, сначала отмеряем хвостик нити необходимой нам длины и укладываем нить на руку таким образом, чтобы короткий хвостик нити лежал на большом пальце, а рабочая нить, которая идет к клубку, лежала на указательном пальце. И хвостики ниток придерживаем оставшимися пальцами. Вот так. Первую петлю набирайте так, как вам удобно. В этот раз я просто подхвачу ниточку. Следующую петлю выполняем как при классическом наборе петель. Сначала подхватываем короткий хвостик нити, который идет к большому пальцу с наружной стороны ладони. Затем подхватываем рабочую нить, которая идет к указательному пальцу, протягиваем ее в петлю. Нить с большого пальца сбрасываем, хвостики ниток затягиваем. Вторая петля у нас готова. Следующую петлю набираем как при эластичном наборе петель. Подхватываем тот же самый короткий хвостик нити, который идет к большому пальцу, но не с наружной стороны ладони, а изнутри. Вот так. Опускаем палец вниз. Подхватываем рабочую нить, которая идет к указательному пальцу, вытягиваем через петлю. Нить с большого пальца сбрасываем. Ниточки подтягиваем. Следующая петля у нас готова, и теперь чередуем 2 петли. Одну петлю набираем, подхватив нить с наружной стороны ладони, затем подхватываем рабочую нить, нить с большого пальца сбрасываем, ниточки затягиваем. Следующую петлю набираем, подхватывая нить с внутренней стороны ладони, опускаем палец вниз, подхватываем рабочую нить, вытягиваем через петлю, нить с большого пальца сбрасываем. И так чередуем. Сначала подхватываем нить с наружной стороны ладони, подхватываем рабочую нить. Теперь подхватываем нить изнутри, подхватываем рабочую нить. Снаружи, изнутри, снаружи, изнутри, снаружи, изнутри. Вот такой набор у вас должен получиться. Есть еще один способ такого набора. Возможно, вы его тоже видели. Набираем первую петлю, как при классическом наборе петель. А теперь нить на большом пальце меняем вот на такое положение. И теперь подхватываем нить изнутри и подхватываем рабочую нить. Вытягиваем ее в петлю, нить с большого пальца сбрасываем. Следующую петлю выполняем как классическую. Перебрасываем нить на большом пальце,
подхватываем нить изнутри, подхватываем рабочую нить. Вот так это выглядит, если выполнять немножко побыстрее. Обратите внимание, как я меняю нить на большом пальце. Набор получается тот же самый, но выполняется немного иначе. Выбирайте тот способ, который вам более понятный. Вот такой наборный ряд у вас должен получиться. С лицевой стороны по низу как будто идут перемычки, которые объединяют петли по 2. Если вы будете вязать поворотными рядами, то первая и последняя петля уйдут на кромочные. Если же вы будете вязать по кругу, то первая петля уйдет на замыкание вязания в круг и останутся только парные петли. Этот наборный ряд просто идеален для резинки 2 на 2. Для выполнения набора с утолщенным краем нам необходимо сначала отмерить хвостик нити в 2 раза длиннее, чем обычно. Складываем нить пополам и укладываем на руку таким образом, чтобы двойная нить лежала на большом пальце, а рабочая одинарная нить лежала на указательном пальце. И хвостики ниток придерживаем оставшимися пальцами. Первую петлю выполняйте так, как вам удобно, одинарной нитью. Затем подхватываем двойную нить с наружной стороны ладони и подхватываем рабочую нить. Следующую петлю выполняем как при эластичном наборе петель. Меняем положение нити на пальце, подхватываем нить с внутренней стороны ладони, подхватываем рабочую нить. И так набираем все петли. Снаружи меняем ниточку изнутри. Снаружи меняем ниточку изнутри, снаружи, изнутри. И так набираем необходимое нам количество петель. Вот так у вас должно получиться. И вот такой утолщенный край получается. Если вы будете вязать поворотными рядами, то первый ряд вяжем по изнаночной стороне, а второй ряд вяжем по лицевой стороне. Для вязания носков мне нужно набрать 64 петли плюс 1 петлю для замыкания в круг. Я сейчас наберу необходимое количество петель и покажу, как я выполняю замыкание вязания в круг. Провязала я необходимое количество петель. Теперь все количество петель распределяем на 4 спицы, если вы вяжете на обычных чулочных спицах, или на 2 спицы, если вы вяжете на круговых спицах или на таких спицах, как у меня. И одну лишнюю петлю оставляете на первой спице, там, где у нас нету хвостиков нити. Проверяем, чтобы наборный ряд не перевернулся. Это лицевая сторона наборного ряда. Одна лишняя петля у нас находится на левой спице. И теперь первую петлю с левой спицы мы переносим на правую спицу. А первую петлю с правой спицы растягиваем и набрасываем на эту петлю. Хвостики ниток хорошенько подтягиваем. Мы замкнули наше вязание в круг, сократили одну петлю. Теперь у меня на спицах 64 петли. И я начинаю вязать резинку 2 на 2. 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Я буду вязать классическими петлями. Если вы любите вязать бабушкиным методом провязывания петель, вяжите бабушкиным методом. И обратите внимание, у нас все петли соединены по 2. И когда вы их будете провязывать, не провяжите 2 петли вместе. Итак, вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные петли, резинку той высоты, которая вам необходима. Провязала я резинку необходимой мне высоты. И посмотрите, какой эффектный набор получается. У нас как будто петли объединены по 2.
Набор довольно эластичный и не стягивает край изделия. В следующем уроке я вам покажу еще один набор петель, который называется норвежский носочный набор.